Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной смотрите это видео. И сегодняшняя тема, я знаю, некоторым из вас уже полюбилась, а именно о бюджетных парфюмах, которые звучат не хуже люкса. Итак, мы начинаем. И первый аромат — это Infinity Out от Maison Amhabra. Это очень интересный аромат для мужчин и женщин. Я попробовала его буквально несколько недель назад и хочу сказать, что действительно он очень необычен и очень оригинальный. И действительно подойдет как и мужчинам, так и для женщин. И также советую присмотреться всем, кто любит ут в парфюмерии. Он отлично подойдет на холодное время года. Летом я его просто не пробовала. Возможно, он будет чуть-чуть резким, но тут нужно протестировать. Сам аромат древесно-фужерно-пряный, но, что интересно, при этом он такой не удушающий резкий, в нем есть и свежая нотка, и чуть-чуть терпкости. В то же время я улавливаю и некоторую пудровость, и он такой многогранный, он такой играющий, действительно очень интересный. Очень стойкий и очень шлейфовый. Ну и судя по дизайну флакона, это аналог, либо копия духов от Initio Out for Greatness. Но я не пробовала этот парфюм от Initio, поэтому сказать ничего не могу. Сделала такой вывод лишь на основании схожести флакона. Он не вычурный, очень так дорого, благородно звучащий. Чуть томный и, мне кажется, все-таки более вечерний. Но на день также будет неплохо. При этом цена здесь всего лишь 28-30 евро за 100 мл. Просто мега бюджетно. Но стоит отметить, что звучит действительно дорого, звучит действительно интересно и совсем не хуже ниши. В верхних нотах мускатный орех и лаванда, в средних нотах ут и пачули, и в базе ут, мускус и пачули. Действительно хороший бюджетный аромат, совсем не хуже люкса. И все, кто любит ут, пачули, что-то такое лавандово-древесное, однозначно рекомендую попробовать. И следующий аромат — это уже классика. Я думаю, данный парфюм знаком многим, а именно это Lacoste Pure Femme. И цена здесь вполне бюджетная. За 100 мл данного аромата вы заплатите в районе 55-60 евро. Иногда на скидках даже можно купить дешевле. Сам парфюм звучит очень притягательно, очень интересно. И аналогов у него, я бы сказала, не так много среди других представителей парфюмерии. Здесь богатая пирамида и отличное звучание. Я бы назвала его нежным, мягким, но при этом здесь есть такая горчинка, чуть дерзости, чуть перчика. И это действительно универсальный аромат для любого времени года, для любого мероприятия. Будет уместен абсолютно всегда и везде. И когда, допустим, вы не знаете, что на себя нанести, он будет вполне в тему. У него очень много фанатов, если вы вдруг еще не пробовали. И вы ищете такой цветочно, чуть пудрово-древесный аромат с легкой перчинкой, то вполне идеален. В верхних нотах фрезия, перец и яблоко, в средних нотах гелиотроп, фиалка, жасмин и роза, в базе замша, сандал, кедр, ладан и лабдану. И можно сказать вот так по базе, да, по нотам, что он будет, возможно, немножко тяжеловат, но нет, он при этом достаточно нежный, достаточно такой классический, универсальный, очень гармоничен и притягательный. Ну а мы идем дальше. А вот о следующем бюджетном шедевре, я думаю, слышали немногие из вас, а это Florato Red от Boticario. Действительно знают о данном бренде и данном парфюме совсем немногие, но это очень жаль, потому что это очень интересный бренд и замечательный парфюм, который, безусловно, заслуживает вашего внимания. Это бразильский бренд, он был основан в 1977 году, и изначально это была больше аптечная марка и аптечные средства. И, собственно, само название бренда о Boticario переводится как «аптекарь». И изначально это был очень такой маленький локальный бренд, но качество продуктов по сарафанному радио разлетелось по всей Бразилии, и бренд стал очень популярен. В 1986 году бренд открыл первый свой магазин в Европе, а именно в Португалии. И также сарафанное радио и высокое качество продуктов сделали бренд популярным и узнаваемым в Португалии.
Ну а мы поговорим о парфюме Florata Red. Действительно очень красивый, очень женственный, дорого, хорошо звучащий. Здесь есть цветочная сладость, но очень так в меру, не приторно. И при этом чуть-чуть фруктовой искристости и кислинки. Он чуть игривый, женственный, комплиментарный, такой сочный. И цена здесь вполне доступна. В районе 38-40 евро за 75 мл. В верхних нотах красные ягоды, яблоко и апельсин. В средних нотах цветочные ноты, цветок апельсина, тубероза, фиалка и лотос. И в базе темный шоколад, амбра, мускус, кедр и сандал. Отличный парфюм, отличный бренд за вполне доступные деньги. А для любителей таких легких, но при этом фруктово чуть сладеньких ароматов я однозначно могу порекомендовать парфюм от Hugo Boss Boss Orange. И я помню, как много лет назад я купила его вслепую, основываясь только лишь на множество положительных отзывов. И я не пожалела. Он такой легкий, он какой-то вот жизнерадостный и очень-очень позитивный. И цитрусовая нота здесь, она не такая искристо-колючая, она чуть мягкая, чуть сливочная, очень хорошее сочетание вот сливочности и цитрусовости. К сожалению, моя горячая кожа его очень быстро съедает, но он прекрасен, он великолепен. Совсем недавно я видела его в магазине за 30 мл, что-то в районе 35, по-моему, евро. Он очень милый, он женственный, он не крикливый, он такой приятно, очень комплиментарный. Тихий и даже чуть интимный. И очень милый аромат. И он отлично подойдет на весну и на лето, а в холодное время года он будет таким теплым, хорошим воспоминанием о летних днях. Очень легкий, очень позитивный и радостный аромат. Аромат радости, аромат веселья и счастья. В верхних нотах красное яблочко, в средних нотах цветок апельсина и белые цветы, и в базе ваниль, сандал и оливковое дерево. И если вам нравится направление такой сливочной, чуть сладко-яблочной сладости, то этот аромат вполне может вам понравиться. Он действительно нежный и прекрасный. И следующий парфюм стоит просто копейки, а именно это 15 евро за 100 мл. Но при этом это прекрасный аромат. А именно это Ирис и Нероли от Jean en Provence. Белоцветный, цветочно-пудровый парфюм, как запах такой дорогой пудры. И несмотря на такую низкую цену, он вполне неплох и звучит очень интересно. Есть в нем немного такое звучание чуть терпких зеленых нот, но при этом есть и нежность, и такая расслабленность, чуть ирисовой пудры и такой искристости и цитрусовой яркости. Такое чуть мыльное направление, чуть ретро направление, но действительно он прекрасен. При этом есть чуть сладости, но не удушающих. И ярче всего я слышу здесь нероли, ирис и пудровость. Простой аромат, но тем не менее очень-очень приятный. В верхних нотах нероли, бергамот и мандарин, в средних нотах ирис, пудра и цветок апельсина, и в базе мускус, сандал и ветивер. Ну и заключительный парфюм на сегодня – это Eternity Day от Calvin Klein. Также мега бюджетный, за 100 мл в районе 30 евро. Приятный, женственный, отлично подойдет на каждый день, на любое время года. И если вам нравится в парфюмерии нота сладкого горошка, а она все-таки не так часто встречается, то рекомендую попробовать данный парфюм. Что удивительно, пирамида здесь просто мега простая, всего 3 ноты, но звучит он очень хорошо, очень сбалансированно, действительно чудесный парфюм. Есть в нем некоторая сладость, но моя ассоциация к нему это такой строгий костюм, что-то более классическое, никакой вычурности. Есть в нем также что-то от направления унисекс, но при этом он очень женский, отличный. Если говорить также об ассоциациях, то это раскаленный огонь, очень сухой раскаленный песок. Несмотря на свою низкую цену, звучит как хороший нишевый парфюм.
Есть в нем густота, дерзость, такая сложность. И мне кажется, его настроение не для романтичных встреч, а скорее это такая уверенная в себе женщина, знающая себе цену и выбирающая вечную классику. При этом он очень женственный, красивый, очень глубокий. В верхних нотах мандарин, в средних нотах цветы сладкого горошка и в базе лабдану. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за вашу подписку. Я все вижу и очень это ценю. А я, как всегда, желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!